Здоровье толстой кишки – это то, чем сегодня полностью пренебрегают. Если вы не поддерживаете чистоту своего кишечника, поддерживать свой разум в сбалансированном состоянии очень трудно. В аюрведе и ситхе первым делом, если вы жалуетесь на что-то, при бессоннице, если вас что-то беспокоит, недомогание, любые психологические проблемы, первое, что нужно сделать, это очистить организм. Очищение. Очистите систему, очистите толстую кишку, и внезапно вы почувствуете себя более сбалансированным. Это не полное решение, но это создаст базовую, необходимую атмосферу в организме, чтобы внести коррективы либо с помощью лекарств, или с помощью необходимых практик вы можете добиться исцеления. Первое. 6-8 часов между приемами пищи. Йог всегда должен, знаете ли, опорожнять кишечник 2 раза в день. Потому что толстая кишка всегда должна быть чистой. Если вы хотите выполнить определенную садхану, толстая кишка должна быть чистой, и мы это знаем. Если кишечник находится на определенном уровне загрязнения, или если определенный уровень отходов находится в кишке, и вы выполняете определенные йогические практики, от тела начинает исходить неприятный запах. И это наверняка проникает вам в голову. Это напрямую связано. Если вы храните свои отходы в себе, они проникают вам в голову и портят вашу жизнь множеством разных способов. Поэтому отходы в организме должны выводиться как можно быстрее. Я чувствую, что многие врачи говорят, что вы должны есть как можно чаще. Не ешьте много, ешьте каждые 2 часа, что-то вроде такого. Знаете ли, когда пища находится в желудке, не в кишечнике, когда она находится в желудочном мешке, когда идет процесс пищеварения, на клеточном уровне очищение не произойдет. Клетки будут удерживать отходы в течение длительного периода, поскольку происходит процесс пищеварения, значит, все остальное подождет, включая ваш мозг. Так что в йогической системе между одним приемом пищи и следующим должен быть промежуток не менее 6-8 часов. Если это невозможно, по крайней мере, от 4 до 5 часов. 5-часовой перерыв обязателен. Меньше этого означает, что вы сами создаете себе проблемы. Второе. Ним и куркума. В йога-центре день начинается с небольшого шарика нима и куркумой размером с монету. Здесь есть много аспектов того, какое влияние это оказывает на вашу систему. Но прежде всего, дерево ним, которое, как правило, распространено по всей Индии. Сегодня, вероятно, выращивается в других 10-12 различных географических регионах по всему миру, но изначально, по своей природе, это коренной обитатель индийского субконтинента. У него один из самых сложных листьев, который вы можете найти на планете. Что ним делает с вашей системой? Ну, в более осязаемых терминах, одна непосредственная вещь, которую он делает, это сохранение вашего желудочно-кишечного тракта в чистоте. Когда мы говорим «чистота», я имею в виду всю область, весь желудочно-кишечный тракт. Это область, где у вас есть максимальное количество другой жизни. В пределах пищеварительного тракта существует целый ряд микроорганизмов. Многие из них стали дружелюбны к нам. Мы живем благодаря им. Благодаря им мы способны переваривать пищу. Очень многие функции в организме происходят из-за них. Но все же есть много тех, кто вреден для нас. Уникальность нима, особенно когда его принимают вместе с куркумой. Если эти два продукта идут вместе,
В основном те вещи, которые не нужны организму, те вещи, которые могут нанести вред телу, любой вид паразитической жизни, который там есть, все они устраняются. Третье. Употребление трифала или касторового масла. С 15 декабря по 15 января в этом месяце из-за очень слабого влияния Солнца на северное полушарие определенная инерция имеет тенденцию проникнуть во все, что является физическим. Физический аспект жизни имеет тенденцию переходить в режим инерции. Когда солнечное влияние минимально, уменьшающееся влияние, уменьшение его влияния, наступает инерция. Когда наступает инерция, одно из последствий его заключается в том, что ваша толстая кишка не будет чистой. Самое простое, что можно с этим сделать, это поддерживать лимфатическую систему в рабочем состоянии. Тогда кишечник продолжит очищаться. Есть нечто называемое трифала. Это волшебные три фрукта тропического мира. Смешивая их правильным образом, трифала с небольшим количеством воды, или ложкой молока, или чего-нибудь еще, если вы это принимаете, произойдет очищение всей системы. Но если вы не можете найти всего этого в Южной Индии, мы нашли одно решение. Это касторовое масло. Совсем чуть-чуть, до половины ложки касторового масла каждый день на ночь. Разбавьте его, смешайте с водой или молоком и выпейте. Вы увидите, что ваша толстая кишка станет чистой, а лимфатическая система будет активна, потому что уровень инерции в теле снизится.